Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиола. Хочу сегодня поиграть на самом балансном персонаже этого патча. Это у нас Terror Blade, я его называю Балтикой девяточкой. Почему? Ну потому что просто такой берешь левой рукой чпоньк и пинное заливаешь и просто играешь левой ногой, левым мизинцем левой ноги. Вот так правильно. Ну, короче, хочу что-то такое необычное попробовать, но на самом деле я бы попробовал волшебники-убийцы плюс Terror Blade. Убийц немножко бафнули в этом патче в плане того, что у них менее задержка теперь перед прыжком. Это первый момент. Второй момент, я бы, наверное, хотел бы сыграть просто через волшебников и что-то такое интересное заабузить. Но на самом-то деле из абуза я бы хотел сделать, наверное, Лину Керри. Физическую Лину, не магическую, физическую Лину Керри. Но как оно будет получаться, я не уверен. То есть я буду делать 9 магов плюс Лина Керри через волшебников. Идея неплохая, но у нее есть минусы свои. Первый минус это в том, что до этого еще должен дожить. Как бы я лоу-стрик попробую сейчас поставить и все такое, но может не получиться. А еще, ребята, я ничего не могу сделать со своей вебкой, со своей яркостью и с фоном, поэтому, ну, извините уж, как-то... Как только получится, я сразу устраню эту проблему. А так, ну вот, как-то так. Приходится с этим жить. Приходится с этим жить. Эх. Кстати, давно я не играл на богах-жрецах, но на самом деле сейчас боги-жрецы намного сложнее реализовать, чем какую-то любую другую синергию. Потому что боги-жрецы, их можно законтрить одним предметом, и до этого еще дорасти надо, как бы, да, ну то есть тяжело, короче. Просто тяжело. Тяжело реализовать. Ну, как-то так. Блин, ну приходит пока странно, если честно. Ну, я бы не сказал, что идеально приходят. Приходят вообще максимально странные билды. 300 хп я бы хотел оставить, но я их скипну. Ну, я как-то не особо верю в эти 300 хп, конечно. Хотя на самом деле это очень хороший абьюз по хпшке. Но посмотрим. Возможно, у меня получится сыграть на ТБшке через ведьмаков. Плюс зверей, плюс что-то там такое интересное, но не факт. Я уже вижу здесь несколько ребят на ТБ хотят сыграть, потому что у них АМ пришел, там у кого в двойку, у кого просто 2 АМа. То есть, короче, я поставил билд, поставил, все, пошли. Вот просто берем вот так вот поезд, поставили на рельсы и покатили, покатили, покатили. Как-то так. А еще, ребят, у меня огромная просьба ко всем вам. Я уже множество раз говорил, ребят, я хочу достичь 1000 подписчиков, а для этого мне нужна ваша помощь. Поэтому, ребят, помогите. Кто сейчас меня смотрит без подписки, подпишитесь на канал. А кто с подпиской, то, ребят, оставьте свой лайк и комментарий для того, чтобы ролик продвинулся в рекомендации. Это реально влияет и очень сильно влияет. И я бы хотел эту помощь от вас. Поэтому не поленитесь, оставьте свой лайк и комментарий. И всем огромное спасибо за это. Так, мне приходит неплохо. Вот со старта у меня уже лустрик как бы пришел. Можно было бы реально пообузить сейчас все-таки убийц плюс волшебники. Я думаю, что, в принципе, можно так сейчас реализовать это будет. Так, эльфы. Ага, вот это плохо. Вот это вот плохо. Но, в принципе, на самом деле, если я сделаю сейчас себе ТБшку через волшебников, то будет сильно. Реально будет сильно. Кстати, охотник пришел. Может, это охотники? Я давно на охотниках не играл, но из-за того, что мета им не благоволит от слова совсем, я и как-то особо играть на них не хочу. Как-то, ну, слабенько выглядит это, если честно. Слабенько. Звери, конечно, еще пришли вот со старта неплохо. Если бы мне сейчас там, знаете, рыжий лис либо лондруид пришел, то я бы 100% сказал бы, что это, ребята, звери. Ничего сделать с этим не могу, поэтому звери. Я бы на самом деле хотел бы попробовать на суммонах зверях сыграть. То есть, вот как в старом патче было, когда не было вот этой уязвимости, уменьшения, а именно было как бы статическое повышение урона. Раньше суммоны, ну... Извините меня, суммоны раньше давали по чердаку так, что никогда, ну, не почувствовал, ну, не подумал бы, что их, ты знаешь, там нерфили, либо апали. Можно было бы сейчас боги чернокнижники сыграть. Но я не верю немножко в Банши сейчас. Ее нерфанули, но довольно-таки сильно, если честно. Я ее сейчас возьму, просто пусть она будет. Я не против ее, ни в коем случае. Ну просто, как по мне, ее сейчас нерфанули. Насколько сильно? Ну, я думаю, довольно-таки сильно. SF намного ярче выглядит.
Может, зверинец будет. Я не знаю. Ребят, не знаю. Я забыл сказать. Тут уже 2 двойки. Короче, я забыл еще сказать, у нас есть телеграм-канал. В этом телеграм-канале я пишу о своих стримах, о обновлениях игры. И просто у нас там есть чат комьюнити, в котором мы общаемся. Поэтому, если вам это интересно, присоединяйтесь к нашему комьюнити, к нашему чату. Ссылочка будет, если что, закреплена в комментариях. А еще у нас есть места в шахматный клуб. Шахклуб. Шахматный клуб. Поэтому, кто хочет, тоже присоединяйтесь. Ну, кстати, на самом деле можно было бы реально на зверях. Просто катнуть каточку на зверях. Вот просто на суммонах. Вот взять так толпу суммонов. Просто тонну народа. Либо же... На самом деле нет. Какая толпа народа? Ну о чем я говорю, ребят? Да, ну вот о чем? Ну как бы можно было бы реально. Я давно не играл на суммонах. Я что-то более чем уверен, что все-таки синергия Кири намного поярче выглядит, чем суммоны. Ну, кстати, на ТБ как-то... Не, один ТБ есть. Тут ТБ убийца будет. Понял, принял. Ну, вообще можно было бы. Еще богов добавить, там вообще Фурион так расплодит своих трендов. Там же будет просто триллион этих... Ну... Лина пришла. Вообще звери идут, реально, ребята. Вот без обид, но идут звери. Поэтому, скорее всего, я еще раз зверей сыграю. Но я с зверями сыграю, наверное, через двустрик. Хотя и Лина пришла. Ну, и Лину хотелось бы показать. Ну, все хотелось бы показать. Но мне просто нет возможности это сделать. Очень хорошо пришло. Аж слезы на глазах наворачиваются, когда я вижу, ну, вот как мне хорошо приходит. А я ничего не могу с этим сделать. И богов как бы я поставлю, окей, но... Ну ладно. Духа здесь нету. Есть кто будет? Не, нету никого. В принципе, медальончик можно свапнуть. Ну, кстати, не зверей, а фурионов тут кучу натырили. Ежик. Либо на эльфов, либо на зверях он будет играть. Но у меня как бы вот так вот пришло. Я бы на самом деле вот этого охотника апал бы. Гриттер. Честно? У меня такое замешательство. Не, я возьму Гриттера, поставлю. Он ни в коем случае хуже не будет. Я SF даже поставлю, потому что SF будет мне давать больше урона. И я короче, медальон этот скипну. Мана плюс 40, отлично, сюда. На Гриттере. На Гриттере было бы прикольно. Все, ребят, я решил, это Гриттеры. Почему я это решил? Потому что мне пришла вот так. И это сильно. Это сильно. Ни в коем случае это не слабо. Кто так думает, ошибается. Максимально ошибается, если что. Кстати, как-то так бы я сделал, наверное, пока. Сюда. Хотя на самом деле, какой сюда? Вот это делаем и так. Это делаем и так. Это мы делаем так. Этих ребят мы делаем так. Вот так. И... Нет, вот так. Вот, да, вот так вот. Гриттеров сломал. Дурак. Ой, дурак. Ой, дурак. Идиот. Просто идиот. Кстати, если SF поставить вместо Эгиды? На самом деле, какой SF вместо Эгиды? SF уберем. Он сейчас со старта просто стоит. Он неплохой со старта. Дальше же он слабеет. По поводу Фуриона. На самом деле можно его оставить. Что у меня тут? Хрень вся пришла.
Хотя могу ролл плюс 30. Можно было бы взять. Не, я скипну. Вот это тоже хороший предмет. Ни в коем случае не плохой, это хороший предмет. Да, я гритерами сыграю. Хочу гритерами. Хочу гритеров. Ну, кстати, смотрите. Только не скажи, что я сейчас выиграю, пожалуйста. Только не скажи, что выиграю. Ну, не надо, ну пожалуйста. Ты сейчас серьезно? Я выиграю? Я так все красиво делал для своего поражения, и ты мне говоришь, что я выиграл. Эх. 6 рыцарей. Ну, кстати, я бы хотел, наверное, Марси. Закерить Марси, закерить Мартретку. В принципе, это будет не ошибкой. Марси. Тролль на самом деле такой 50 на 50. ЦМ-ка, кстати, мне нужна. ЦМ-ка, она неплохая. На всех стадиях игры она неплохая. Можно было бы и Лину закерить. Но хочется гритеров. Что-то хочется такое необычное, свежее. Ну, то, что я, кстати, сейчас выиграл бой, это, ну, это кринж. Я не ожидал выиграть бой. Я не хотел выигрывать бой. О чем говорить? Я не хотел. Этого мне не надо было, понимаете? Мне это не надо. Я взял и выиграл бой. А выиграл из-за чего? Я просто острый наручи закинул сейчас в этого тролля. В это время этот жрец подхилил этого тролля. И я просто с такими вот бельками смотрю и думаю... Что? И вот, кстати, еще один раз. Еще раз выиграл. Ребята, может играть будем? Давайте вы не будете чудить, а будете играть. Сейчас они как начнут. Сейчас они мне расскажут, как надо играть. Сейчас они мне просто чердак так снесут. О, Квиди там на охотниках. Я удивлен, что здесь 6 рыцарей появилось. Ну, просто чувак, наверное, увидел, что никто на ТБ не играет. А на самом деле тут есть один ТБшник. Вот он. У него даже два. Он будет играть через, скорее всего, так. У него будет ТБ. Через убийц и волшебников. Прикольно, интересно и, я бы сказал, довольно-таки сильно. Это ни в коем случае не слабо, это сильно. Так, Ича, погуляй. Хотя на самом деле можно реально Фуриона поставить, почему нет? Он наплодит своих вот этих вот детей. Хотя это слабо, ну, я никогда не делал такого, но, как по мне, это просто очень слабо. Ну, если только в тройку собрать. На самом деле, я сейчас на 6 уровне просто начну ролить. Мне надо найти немножко персонажей. Дум. Хочу ли я Дума в свою сборку? Не хочу. Слишком долго. Мне пришел еще Фурион. Он прям говорит, что давай на сумонах сегодня. Ну давай. Просто на сумонах уже, ну, поздно. Давайте объективно говорить, на сумонах уже поздновато мне играть. Поздновато, реально поздновато, поэтому я не буду чудить, как бы. На самом деле можно было бы Луну еще поставить как керри, это было бы тоже очень сильно. Вместо вот обычной Мартретки поставить Луну. И, ребят, она, если честно, она реально очень сильная, потому что она может так настакать урона, что будь здоров. Просто это надо один раз, наверное, увидеть, показать, и тогда поймете. Что-то это тоже довольно-таки сильно, но я... Хотя ее никто не собирает, может реально попробовать показать вместо Мартретки. Просто скорости атаки у нее может не хватать. Ладно, что сейчас придет, от того и буду отталкиваться. Знаете, что самое главное? Каким образом я выиграю? Каким образом? Ну, типа, как? Так, два тролля, кстати, работают. Так вот сделаю. Я, наверное, кстати, могу сейчас откиснуть. Возьму этого чувачка.
Я еще хочу на лустрике поиграть, потому что ну, у меня не супер сильная сборка. Нормально он там пеньков наплодил. Можно разора, кстати, заобузить. У меня будет магический-чистый урон. Вау. Ну, усиление добротное, кстати, пришло. Но я хочу все-таки еще на лустрике поиграть. Ладно, я в резака не особо верю. Вот давайте честно. Я в резака не особо верю. Резак для меня это такое что-то, ну... Что-то с чем-то. Отхил. Вот это вот хорошая тема, я возьму. Не, я в чистый урон как-то больше верю. То есть вот этот орк. Оставим одного магического вот этого. И все. Воу-воу-воу-воу. Ладно. Провтыкал. Надо 7-й, наверное, все-таки взять. Позиций мало. Когда это благодать России это срабатывает? Я что-то не понимаю немножко иногда. Кого он подхилил, я тоже что-то не понял сейчас. Кстати, у него тоже сейчас острые наручи. Битва острых наручей. О, отлично. Сейчас по минимуму получу. Вообще кайф. Вообще, на самом деле, мне надо, наверное, уже у Винстрик ставиться. Опа. Ну, пинги, конечно, такие, знаете, уматовые получились. Я в Эгиду как-то поболее верю, на самом деле, что она закерит лучше. Тем более в двоечку. Сейчас, короче, я, наверное, потихоньку буду апаться. Ой-ой-ой, кстати. Вот так вот сделаю. Боже, как же сильно это, да, на острой наручи работает. Я каким-то образом выигрываю, даже сам не понимаю, каким образом я это делаю. Ну, это смешно даже немножечко. Я бы уже реально мог выставить себе полностью сейчас синергию гритеров и просто кайфовать. Но это забавно. Это реально забавно. 6 рыцарей имеет винстрик. Обалдеть. Что происходит? Я, кстати, не знаю, этот тролль, он, конечно, хороший, физический урон, там все дела. Но, как по мне, наверное, намного сильнее будет, если я поставлю песчаную гиду сверху. Вместо тролля. Кстати, почему я на 6 уровне ролюсь? Это из-за того, что 30% шанс на фигуру 3-го уровня. Поэтому я только из-за этого момента ролюсь. Реально, каким образом он выигрывает? Кстати, благодать Россия обалденно работает с этим жрецом. Может, кстати, имеет смысл заобузить, попытаться ее в троечку. Чисто по рофлу, знаете, в троечку заобузить. А, у нее когда все равно 15 секунд, даже если с богами это будет секунд 6-7, а у нее... Ну, да, стоит. Уже гритер вдвое. Может, уже пора выходить из этого, а? Хотя просто оно так красиво идет все. Ладно, пора, наверное, уже. Наверное, уже все-таки пора. Не знаю по поводу двух этих. Как по мне, более стабильно будет немножко другое выглядеть. Резак, либо же этот будет намного стабильнее выглядеть. Хотя на самом деле нет. Чем меньше мана людей кастуют, тем мне лучше. Эх. Слабо подхилился. Я думал посильнее подхилиться, но слабовато, конечно. Надо уровень поставить. Я, наверное, все-таки еще чуть-чуть на лустрике поиграю. Но что-то как-то, знаете, оно как-то
туговато идет. А ну, лустрики самое то. Сейчас, кстати, мобы я, наверное, обратно сейчас все верну. Гритера поставлю. И Марси выставлю. Угу. Я пока, наверное, еще чуть-чуть на лустрикину поиграю. Не знаю, вот просто кого мне поставить все-таки вместо некоторых персонажей. Фул зверь. Вот фул зверь для меня это прям... Еще есть маг фуловый, тоже проблема. То есть, вот маг может сейчас таких проблем наворотить, что просто... Я он может просто не дожить даже до этого момента, поэтому я даже не знаю, знаете, хочется и не хочется одновременно делать. Мана реген вообще слабый, если честно. Хотя, может быть, когда тролля поставлю, будет полегче. Сейчас посмотрим, что выпадет за предмет третьего тира. Какой сложный выбор, да? Два тролля, но они для меня, если честно, мусорные. Хотя на самом деле, если поставить их со старта, они были бы очень сильные. Вот если бы сейчас я не скипнул, допустим, а поставил бы немножко по-другому, то они были бы очень сильными. По поводу иллюзий. Иллюзии, иллюзии, иллюзии. Я даю тебе вот эту шмотку. Я вообще не знаю, кому ее надо дать. И на самом-то деле я, наверное, все-таки вместо Гритера поставлю Марси. Вот эти шмотки я отдам еще тебе вот так. Вот это вот так тебе можно, в принципе, закинуть. Почему нет? Ладно, шмотка реально бредовая. Ну, скорость атаки плюс 20% возьму. Так, это фуловый зверь сейчас против меня. Кстати, наверное, все-таки лучше жрецу отдать эту шмотку. Или нет? Ежик, ты на чем? А, у тебя не фуловый зверь, я что-то подумал, что фуловый. Угу. Есть еще баночки, не забываем, у меня еще чуть-чуть баночек есть. Поэтому мы не паникуем, мы держимся. Блин. Слотов не хватает. Вот что-что, но слотов реально не хватает. Наверное, стоит уже реально Гритера выставить. Я думаю, что уже пора. У меня силенок должно хватать. Я тогда бы не откисал, допустим, вот сейчас... Ну да, контроля было бы поменьше, я бы не так сильно откисал. Не, ну сейчас нормально, и не так сильно откис. Я думал, что-то посильнее немножко откисну. Эх, ну что, пора, наверное, вывозить свою рантаечку на бой. Или не пора. Ладно, я думаю, пора. У меня есть уверенность, что пора. Ой-ой-ой, кто присосался сейчас к моему этому. Ой, хрону поставил, отлично. Сейчас смотрим, как оно будет. И... Ну, уже, я уже вижу хорошо. Нормально. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну, пойдет. Жестко. Такая, знаете, у нас баталия именно интересная происходит. Я даже не знаю, что лучше, поставить хрону. Хотя не, я, наверное, хрону все-таки поставлю первее, нежели все остальное.
Все остальное, знаете, оно еще подождет. Мне кажется, кстати, сейчас лучше... Ой-ой-ой. Ну да, все правильно. Что на мгновение подумал, что я ничуть не так сделал. Короче, Марсиу мне и так ману нарегенит. Без проблем каких-либо. Потому что у нее как-никак будет ЦМ-ка, которая, ну, реально может нарегенить хорошо ману. Ну-ну-ну-ну-ну-ну, Хрона! Да-да-да-да-да-да-да! Руш! Не забывай, у меня еще 10 банок есть. Ух! Какая забавная игра, кстати. Так, Эгида, окей, двоечку апнули. Вот так вот. Так, Эгида приходит. Так вот, делаем приоритет. ЦМ-ку продал. Не, нормально, ЦМ-ку продал хорошо. Так, одна Эгида. Я очень надеюсь, что она сейчас быстренько придет. Ну, пока неплохо. Как бы зверь опасен, маг опасен. Квиди на охотниках тоже опасный. Опасный, ну, просто тяжеловато будет. У меня если шмотки не придут, то мне надо будет играть... Опа! Сюда. Так, магическая шарбезная против магов. Ну, маг просто, понимаете, у него, ну, он может не дожить сейчас, а может и дожить. Ему надо закаститься, а может он не закастится. Вот в чем прикол. И вот у меня сейчас, знаете, есть небольшое замешательство в этом вопросе. А Безоруж, он обалденный против всех абсолютно. То есть я и этому руку выключу, и тому дам по лицу, и тому дам. И ладно, я в Безоруж как-то поверю больше. Эх, как ты надеялся, что придет Эгида. Ладно, два жреца, простите меня, пожалуйста. Я просто в Марсе как-то больше верю. Ну, сейчас посмотрим, как оно будет. Я что-то более чем уверен, что будет все более-менее неплохо, но можно было бы намного лучше. Вот так вот я это верю. Хрона, по идее, должна быть моментальной. По идее. Но не факт, ребята, не факт. Фух. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас если маг этот придет, я думаю, что он, ну, мало ли поздно, скоро придет. Вот скоро. Совершенно скоро. Так, хрона одна. Тут обезоружена мартретку вторая. 2 хроны в одно место. Спасибо, дорогой. Обожаю, когда так происходит. Ой-ой-ой, это кто? Гоблин. Под мехами, скорее всего, будет. Или что это? Да елки. Да ел. Ладно, я Мартретку все-таки реально больше верю. Гадалки не ходи, но Мартретка реально мощная тема, поэтому 16 хп баночки юзаем. Блин, с 16 хп за 10 банок я лутнул себе 30 хп. Серьезно? 30 хп? Это бред полный. Кстати, вот фулл зверь, кстати, пришел. Хрона неудачная, конечно. 2 хроны неудачные. Боже, как... Вот это вот больно. Гида где моя? Спасибо, Эгида, что ты пришла наконец-то. То у меня уже начинался нервный тик, если честно, за тебя. Гоблин опасен. Ну реально он жирный, этот гоблин. Не знаю, я как-то поставлю сюда цемку, потому что у меня хрона летит просто в никуда. Сюда как-то. Кстати, один из предметов же не работать должен. Если я правильно помню, то один из предметов работать не будет. Ну вот, просто не хватает урона и все.
Обалдеть. Ну реально просто не хватает урона. Ну. Надежда умирает последней. Да ну, блин. Это плохо. Ну вот опять, куда охрана ставится? Я не понимаю. Кея, что ты? Тролль... А, понятно, он через рыцаря начал, потом перестроился, и меня тут рыцарь забил ногами. Такое себе. Не фартит. Криты, возвратка и Кираса. Кираса очень сильная против них, кстати, будет всех. Но там есть чистый урон. Но я возьму Кирасу все-таки. Мне кажется, Кираса намного больше полезнее будет. Ну, кажется, конечно, креститься надо, но посмотрим. Но я более чем уверен, что Кираса почему-то полезнее выглядит. Да. Сказать, что в шоке, ничего не сказать. И мортретки просто нету. О, пришла. Я могу сейчас так же отлететь, как она пришла. Ну, уклонение и плюс урон пусть будет. Ладно, я пожертвую Марсе. Может, это ошибка. Но в тройку мортретка, мне кажется, намного будет эпичнее, сильнее. Против 6 позиций. Хотя предметы, ну, у меня на самом деле ужасные. Просто вот, максимально ужасные, которые только можно придумать. Палка. Себе забери. Мне, наверное, дай вот этот вот предмет. Персик, конечно, хорошо. Ой-ой-ой, ну посмотрим. О, какой же ты громадный. Боже ты мой. Какая же ты заноза, боже ты мой. Какая ты заноза на звере. Но у меня есть Кираса из плюсов. Плюс у меня есть вот чувак. Нормально, пока зарезал. Ею я не зарезал, скорее всего. Не, зарезал. Есть еще чувак на гоблинах. Я его опасаюсь очень сильно, он там жесткий. Там темпларка в двойку, обалдеть. Денег нет. На самом деле, знаете, в чем рофер? Если бы я поставил, наверное, сейчас фуловых эльфов, они бы все обалдели. Потому что под фуловыми эльфами, я думаю, я бы разорвал их. Тут две темпларки в двоечку. Вы что, серьезно? Одна громадина такая, что, ну, просто слезы наворачиваются на глазах могут. Боже, какой ты огромный. Ну, это нереально. Убил, шотнул. Каким образом? Непонятно. Обалдеть. Просто на соплях вынес.
Какая игра, боже мой. М. Я даже ничего забыл купить. Боже, они, ну, они не все сильные. Я даже расстановку не знаю, как поставить, чтобы было, ну, получше, чем это возможно. Может так? Как он себе за оружием кастует свою способность? Объясните мне. Каким чудным образом он под обезоружием кастует свою способность? Когда мне кидали обезоружив в лицо, я не кастовал ничего. Кстати, а если агра поставить, сколько хрон-то может появиться? Не знаю, зачем я яйцо взял, но... Честно, меня удивляет то, каким образом он реально кастует хрону. Так, здесь, значит, окей, ты сейчас должен прийти. Кея. У него огромная темпларка, реально, она огромная, она настакивает кучу урона, все такое. У меня только мессы спасают, и то они спасают так. На Святом Духе, Медуза. Есть Кираса, конечно, она мне реально помогает. А то, что я заметил, Кираса реально мне немножечко, ну, помогла. Так, хрону на темпларочку. Ой, ну все, я откис, по-моему. По-моему, я в конечную уехал. Как ты по мне попадаешь, при этом еще и миссуешь? То есть у нее мисс срабатывает, но она по мне попадает. Рофл, да? У меня не хватает одного предмета, и на самом деле будет МКБ, мне станет намного проще. Давай, давай, бей! Бей! Боже, какая игра! Я не знаю, я, наверное, я могу отлететь топ-4, потому что, как минимум, здесь есть чуваки, которые, ну, намного сильнее меня. Гриттер еще один. Ну вот, я не знаю, надо на Гриттера оставить еще одного. Ну, боже, какая это игра. Но я отлечу, скорее всего, топ-4. У меня слабый билд. Тут первый топ-1 намного сильнее меня. Я уже молчу про Киру, который, ну, извините, но он реально намного сильнее меня. Может быть, если я буду иметь маску на анхил, шанс у меня будет. Но тоже, ребята, сейчас найдут МКБ и все, и пасочки мне будут. Просто пасочки. Тут, кстати, есть еще охотник. Причем там 9 охотников. Понимаете? Там не 2 охотника, не 3, там 9. И это проблема. Но это не те шмотки, которые, ну, явно мне нужны. И явно не Кира. Радик, криты. Что там, МКБ нашли, ребята? Я криты возьму, мне урона не хватает. Палку дай сюда. Фух. Какая-то жесткая игра. Понимаете, шаг влево, шаг вправо, проиграл. Ну, мы боремся за топ. Я борюсь за топ-4. У чуваков там нереальные билды, но они очень огромные там. Вот, ну вот. Там они очень огромные. Я не знаю, что делать. Вот реально, мне даже, ну, я придумать ничего не могу, что мне сделать. У меня не сильные билды. У меня маски на отхил даже нет. О чем говорить? Отлично. Я топ-4. Или топ-3.
Кто из вас проиграет? Эльза или зверь? Кто же из вас проиграет? Похоже... Похоже на то, что зверь выиграет. Да. Я так рассчитывал, что не он выиграет. Боже, сказать, что это потно? Да ничего не сказать. Вот серьезно, мне даже вещи, ну, мне даже вещи сейчас на скип, ну и что мне делать потом? Маска. Ну, маска, спасибо. Но, скорее всего, я сейчас могу пожертвовать чем? Правильно, своей победой. Может, у меня получится забузить. Вот, отлично! Так и стой! Так и стой! Топ-3 мое. Не, ребята, просто... Ну, просто... Я даже не знаю, что сказать. Это просто лють. Я на каких-то волшебных правах вообще пытаюсь вытащить. Знаете, было бы, наверное, прикольно, если бы у меня был один гриттер в тройку, один гриттер в двойку, еще один гриттер в двойку. Но это чересчур много, я хочу. Так, вдох-выдох. Я расстановку не меняю, потому что я надеюсь, что она более-менее получше будет. Но тут щит отражения есть, и можно рассчитывать на то, что мне сейчас дадут по чердаку. Ну куда вы хроны ставите, уважаемые? Уважаемые, куда вы хроны ставите? Боже мой. Нет. Еще удар. Представь, что ты боец. Ты боец. Представь это. Представь и просто дерись. Дерись, как в жизни не дралась. Вспомни всему, чему я тебя учил. Вспомни. Ты выносила все и вся. Молодец. Просто шедевр. Боже, хотя бы топ-2 здесь сделать. Это будет просто для меня подарок. Понимаете, я даже расстановку не хочу менять. Она работает более-менее, но она работает. Опа, синергия Киры. Вот это вот мне сейчас на лицо присядет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас будет мне присесть на лицо. Чекайте. Ну, хрону, хоть одну. Да! Ну! Топ-2! О! Кто здесь победитель? Кто здесь красавчик? Я. Ребята, лесите валидольчик. Дед разбушевался. Если мне придет бессмертие, у меня есть огромный шанс, что я его вытащу. И если ему не придет МКБ, я просто буду рад. Главное, чтобы мне МКБ пришло еще. Я вот эту вот хрень выкину просто. У меня еще есть Кираса, которая хоть как-то меня дефает. Но на самом деле Кираса против Темпларки не работает особо. Вот серьезно, Кираса против Темпларочки, она не работает. Ну, топ-2 я просто вырвал. Вот просто вырвал. В идеале, чтобы мне сейчас 2 гриттера еще в двойку пришло, но это я уже... Взгляд Азеса, минус отхил. Вот это вот хорошая тема, кстати. Можно башер еще, знаете? Что, тебе МКБ пришло? Не, я скипну. Battle Fury.
Ну, на самом деле, получше будет, чем то, что у меня есть. Взгляд Азеса. Безруш. Боже, но я не могу скипать даже вот эту вот масочку, понимаете? У него нету Кираса. Это хорошо. Ой, Кираса. У него нету МКБ. У меня есть шанс. Я просто не могу манту скипать. Вот, ребят, я не могу. Вот, поймите меня, я не могу. Вот Башер, кстати, я могу взять сейчас. Башер. Башер я могу вместо безоружия. Ой, вместо безоружия. Безоруж нельзя ни в коем случае. Вот так. Все, найти Башер. Башер, конечно же. А безоруж, безоруж сильный предмет. И его скипать тоже нельзя, потому что у меня куча уклонения. Еще одного гритера. Надо было безоружие ему закинуть, я спешил. Просто он хрону, ну, у него меньше КД на хрону, и она дольше стоит, 6 секунд она стоит. А сейчас лейт, когда мне реально надо пожить. Бей! На, чердак, чердак! Не могу улучшить. Безруш тут. Пофиг уже на тот безруш, если честно. Вот пофиг максимально. Так, он блинк убрал. Отлично, красава. Просто, братуха, ты молодец. Ты убрал блинк. Ты просто... Песня. Песня. Еще на хрона тебе на лицо. На! Боже, какие эмоции. Один хп. Ты чё? Нельзя так, ну... Я уже дедушка, как бы, алло. Ну как дедушка, тьфу-тьфу-тьфу. Я уже старичок, мне уже нельзя так нервничать, понимаешь, дорогой мой. Кстати, блинка нету у кого-то. Кому ты блин засунул? А, рефрешер это ты засунул тому. Да знаете что, я сейчас сделаю вообще гениус мув. Я сейчас закину мартретку сюда. И она прыгнет к темпларке и сразу должна набить ей лицо. Ай-яй-яй. Он меня переиграл чутка. Пожалуйста, хрона. Ох, хорошо. За эту катку, ребят, лайк, комментарий и подписка на канал. Обязательно. Без этого все, минус уважение каждому за такую катку. Катка просто шедевр. Крутая катка. Я до конца думал, что я сдох. А так нет, ребят. Лайк, комментарий, подписка на канал. Обязательно. А так, всем, ребята, огромное спасибо за просмотр. Всем удачи.